Всем привет! Сегодня я покажу мастер-класс, как сделать вот такую роскошную шкатулку-книгу из картона. Шкатулка в виде книги, сделанная своими руками, чудесный подарок на праздник или день рождения. Фантазия и вложенный труд придают особую ценность такому подарку. Создать такой уникальный аксессуар можно в домашних условиях, используя простые материалы и мою инструкцию по изготовлению. Итак, приступим. Из гофрированного картона отмеряю и вырезаю 4 полоски размером 13,8 см на 3,8 см. Теперь делаю 2 полоски 21,6 на 3,8 см и 2 полоски 23 см на 4,4 см. Склеиваю все парные полоски друг с другом с помощью термоклея. Получаю 4 стенки будущей шкатулки. Теперь склеиваю стенки между собой термоклеем. Короткие стеночки помещаю между длинными. Размеры деталей указываю уже с учетом толщины картона. Одна стенка специально сделана выше для крепления к ней крышки. Приклеиваю ее в последнюю очередь, сделав отступ от краев по 7 мм. Делаю крышку шкатулки книги из 2 деталей размером 23 на 15,4 см и дно размером 23 на 16 см, также из 2 деталей. Все шаблоны приложены под видео в описании. Размечаю на дне книги отступы сверху по 7 мм, с правого бока 1 см. По ним, используя столярный клей, приклеиваю стенки шкатулки. Высокую стенку приклеиваю впритык. Пока столярный клей не схватился, фиксирую детали малярным скотчем. Затем его снимаю. Обклеиваю части шкатулки салфетками со столярным клеем. У дна обклеиваем только торцы и наружную сторону. Вырезаю полосочки из тонкого картона шириной 6 мм. Приклеиваю их на торцевые части деталей, чтобы скрыть неровности картона. Выкраиваю ткань и приклеиваю ее к стенке корешка и обложки. Кусок ткани приклеиваю на крышку шкатулки и бачок. С помощью фольги и бумажного полотенца придаю округлую форму корешку книги шкатулки. Разрезаю втулку от туалетной бумаги на 2 части шириной 6 см и приклеиваю к корешку.
Таким образом придаю плотность корешку. Основа нашей шкатулки в виде книги готова. Приступаю к ее шпатлевке. Шпаклюю все части книги и торцы тоже. В месте сгиба шкатулки шпателем делаю щель для лучшего открывания. С помощью расчески делаю имитацию страничек. Также покрываю шпатлевкой кант книги. Обклеиваю салфетками корешок книги. Затем покрываю его шпатлевкой. Начинаю декорировать шкатулку книги. На переплетном картоне обвожу по трафарету рамочку и вырезаю ее. В рамочку мне захотелось вставить старинное фото девушки, но, к сожалению, именно такой салфетки у меня не оказалось. Пришлось как-то выходить из положения. Поэтому распечатала на обычном лазерном принтере черно-белую картинку, найденную в интернете. Удаляю ненужные слои бумаги с помощью скотча, оставляя только тонкий слой с изображением. Держу картинку недолго в воде, а затем приклеиваю на рамочку столярным клеем. Можно было также распечатать и на салфетке на принтере, но мне захотелось попробовать именно новый способ. Поэтому я сделала по-другому. Сверху тоже промазываю слоем клея. Вокруг фото крашу рамочку акриловой нежно-розовой краской с плавным переходом от светлого к более темному. Приклеиваю рамочку с фото в центр книги. С помощью молда и самозатвердевающей глины делаю окантовку узором по краю обложки, отступив от края 3 мм. Соединяю орнаменты под углом 45 градусов. Продолжаю декорировать обложку красивыми элементами из глины и половинками бусин. Нашла браслет из маленьких бусинок и решила ими сделать окантовку рамочки. Приступаю к украшению корешка книжки шкатулки.
решила добавить еще бусинок на обложку книги. Покрываю узоры темно-бордовой акриловой краской. Край обложки раскрашиваю краской брусничного цвета. Расстояние между узорами тоже покрываю розовой краской. Остальную часть обложки крашу бордовым цветом. Торцы обложки покрываю розовым цветом. Рамочку из бусинок крашу в темный цвет. Раскрашиваю корешок книги. Элементы из глины покрываю бордовой краской. Внутреннюю часть маленьких рамочек на корешке крашу розовой краской. Странички покрываю морилкой цвета палисандр и слегка затираю ее тряпочкой, чтобы выделить структуру страниц. Придаю эффект состаривания краям и углам страничек с помощью темной краски. С помощью губки покрываю заднюю часть обложки бордовой краской. Ну и самое мое любимое дело – это позолота выпуклых элементов и узоров. Обклеиваю детали из тонкого картона бархатом и вклеиваю их внутрь шкатулки. Покрываю шкатулку акриловым лаком. Вуаля! Шкатулка-книга готова. Я очень довольна результатом. Получилась реально красивая и практичная поделка. Оригинальная шкатулка с секретом, которую можно использовать для хранения фотографий, драгоценностей, украшений или даже денег. Такой подарок никогда не сравнится с купленной, фабричной, пусть даже дорогой вещью. Буду рада лайкам и особенно комментариям. А кто еще не подписался, то обязательно подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока и до новых встреч!